coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, товарищи, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру «Кризис в Кремле». Конечно, я думаю, вы удивлены, но я решил чуть-чуть перепройти, потому что я хочу все поменять. Я немножко почитал гайды и узнал, как работает экономика, и сейчас мне будет легче. И играем мы в этот раз не на тяжелом, а пока что на реализме. Если захотите, мы сыграем на тяжелом. Это если вам зайдет. Потому что предыдущее видео, еще YouTube почему-то его убил нафиг. Там вообще просмотры маленькие. Хотя там их гораздо больше, там их уже под 30, под 40 именно, а YouTube показывает, что их где-то по 20. Не знаю почему. Вот. И музыку я уменьшил, как и просили. Вот. Но если что, вы извините, если в некоторых местах вообще не будет звука. Звука вообще не будет, потому что мне могут кинуть за авторские права жалобу. И я ничего поделать не смогу, мне придется вырезать полностью. Потому что YouTube почему-то не дает мне вырезать только музыку и оставить мой голос. Вот так вот. Ну не бойтесь, в следующем видео уже будет доки-доки, наконец-таки. Давайте приступать. Погнали. Ну и сейчас мы быстренько пройдем некоторые ивентики на другие вещи, я хочу другой выбор сделать. Вот. 1 апреля. Так, давайте. Исламская революция. Погнали. 1 апреля 1979 года. Первая в истории исламская революция завершилась свержением парламентского режима шаха Мухаммеда Реза Пехлеви в Иране. К власти пришло шиитское правительство во главе с аятоллой Хомейни, настроенное ровно как против США, так и против СССР. Оно начало внедрение законов шариата и репрессий против монархистов, демократов и коммунистов, многие из которых были казнены. При этом в Иране была проведена культурная революция, а частный сектор экономики национализирован, что подтверждает движение страны по некапиталистическому пути развития. Но тут, честно говоря, тут бонусов-то у нас мало, потому что Иран-то против нас. Вот, поддержать исламский социализм и создадим крупную левую оппозицию. Вот. Благодаря нашей поддержке был образован широкий левый фронт коммунистов, социалистов и исламских левых под названием «Рабочая коалиция». Под давлением СССР и социалистического блока Хомейни пошел на создание единого фронта иранского народа, в который вошла и рабочая коалиция на выборах. В который вошла и рабочая коалиция. На выборах в исламский консультативный совет в 1980 году она заняла второе место, получив 34% мест. Остальные места заняли исламисты и мелкие партии вкупе с представителями религиозных меньшинств. Под влиянием умеренных левых антисоветская пропаганда в Иране сошла на нет, и были восстановлены добрососедские отношения. И теперь у нас Иран. Народная демократия. По балансе никто ее не захватит. Ислам, конечно, там преобладает, но пофигу. Это их выбор. Так, Владимир Высоцкий, ну мы знаем, мы ему запретим выступать. Польский кризис, про это я все уже говорил. Саманта Смит, мы пригласим ее только в СССР, потому что только как туриста завербовывать мы не будем, потому что, честно, меня это постоянно коробило все это время. Я решил изменить, я просто забыл, какой правильный ответ тут. Письмо Саманты было опубликовано в газете «Правда» с комментарием: «Почему вы хотите завоевать весь мир? Или, по крайней мере, нашу страну?» Спрашивает Саманта Смит из города Манчестер, что в штате Мэн. Думается, Саманту можно простить в ее заблуждении. Девочке всего лишь 10 лет. Однако товарищ генеральный секретарь не оставил ее письмо без внимания и лично написал ей ответ. Из него Саманта узнала о нашем миролюбии, в котором ей было предложено убедиться самой. После ее приезда мы
отправили в США наших пионеров во главе с Катей Лычевой, отношения с западным населением значительно потеплели. На своей родине она стала известным человеком и снялась в нескольких голливудских фильмах. Предыгровые события закончились, игра началась. Теперь давайте Совет Министров сразу сюда. Я могу поставить кого-то? Я не могу поставить этого Косолапова? Его еще нет? Ну тут Филипп Байбаков, это прямое вмешательство, оно полезно. Так давайте с первого. Филипп Байбаков, но более-менее я изменять ничего не буду. Почти все выборы будут практически идентичны. Дотационная политика. Невмешательство. Мы берем, оставим оставим Дмитрия Язова, линия партии, потому что это не даст ни дебафов, ни бонусов. Тут мы можем взять максимальный доход с республик. Тут оставим. Тут, разумеется, мы оставим прагматичный подход, потому что Гайдар Алиев нам нахрен не сдался. Лев увеличить ликопром за счет ВПК и тяжпрома. Ну блин, ну получается так, все. Так, что нам дальше? Академия наук, все это мы сделали. Можно сразу, конечно, увеличить налоги, но это уже чуть-чуть погодя. Я хочу задрать налоги до максимума. Так сразу же давайте увеличим добываемость нефти до максимума, пока это возможно. Так. Вот так вот. Вот и хорошо. Все пока что нормально. Давайте дальше. Больше плюрализма. Теперь, когда мы пришли к власти, приходит осознание того, что в партии недостаточно людей определенных реформистских взглядов. И это почему еще? Это хорошо, что их немного. И наступает время решающего шага. Вашего шага. Вы можете поддержать молодую и, возможно, прогрессивную неокоммунистическую партию Советского Союза. Тайно, конечно. Да и выпустить Тарасова из психиатрической лечебницы. Вы также можете вернуть из опалы Яковлева или Косолапова. Первый в свое время выступал против ввода войск в Чехословакию и имеет тесные дружественные связи с британской монархией. А второй способствовал восстановлению Молотова в партии и был оттеснен за свой ярко выраженный сталинизм и предречение возможной контрреволюции. А еще вы можете продолжить дело Андропова и сформировать специальную экономическую комиссию Абалкина, тем самым подготовив фундамент под экономические реформы. Косолапова возвращаем, конечно. Еще кое-что скажу. Вот именно еще одна вещь, которую постоянно попрекают, именно, что мы хреново живем, потому что до сих пор политики из КПСС правят именно нами. Ведь они все выходцы, они все именно из партии коммунистической. Это не так. Они ни хрена не коммунисты. Они вот, под их командованием, они сами уничтожали фундамент, на котором держалась КПСС. Вот, поддержка неокоммунистической партии тайна. Тут же даже пишется, что они тайно это делали. Они не могли это делать напрямую. Потому что если бы они напрямую это делали бы, то все консерваторы и даже сталинисты, все противники уничтожения КПСС бы сразу же это пресекли. Из-за этого
ни хрена те, кто сейчас Путин и все остальные, они ни хрена не коммунисты. Просто подмечу. Они просто именно карьеристы, которые вползли в партию, заняли большинство постов, но я имею в виду еще, я имею Ельцина, именно Горбачев, вот именно их. А Путин это так максимум просто стал руководителем России после уже Ельцина. Вот. Из-за этого вот так вот называть Ельцина, я думаю, коммунистом или Горбачева очень довольно-таки сложно. И Абалкина в том числе. Ричард Косолапов, главный редактор журнала «Коммунист», был включен в состав Политбюро 16-го созыва, после чего по его протекции были реабилитированы опальные Георгий Маленков и Лазарь Каганович с возвращением им партийных билетов и льгот бывших членов Политбюро. Он уже отправил вам письмо, в котором предлагает политическую реабилитацию антипартийной группы. Как явление, использование сталинизма в противовес нарастающему реформаторству в рядах партии и отмену конвертиков для партаппарата. То, что нам нужно. Так, давайте сразу же, денег у нас нет. Так, что мы сразу делаем? Что мы делаем? Так, сразу идем в Совет Министров. Тут должен сейчас появиться вот Ричард Косолапов. Продвигает сталинистов в Верховный Совет. Это полезно. Линия партии нам нафиг не нужен, пускай будет Ричард Косолапов. Он будет нам сталинистов поднимать. А то их нужно как можно больше в партию вогнать, чтобы они заняли большинство в Верховном Совете. Нам нужно большинство, чтобы потом мы смогли убрать умеренных нафиг и остаться с консерваторами вдвоем. Ну, разумеется, консерваторов придется давить тоже, потому что они будут противодействовать реформам. Мы ведь не просто так будем просто сидеть на одном месте и ни хрена не делать. Так, что делать? Так, сразу же давайте, что, уменьшаем вот это? Я знаю. МБР мы не будем заносить. Что мы будем делать? Мне надо сейчас узнать. Где конвертики? Вот конвертики. Сразу конвертики убираем к правому крылу. Генералам, спецслужбам тоже можно убрать конвертики. Они нам не нужны. Мы потом со всем этим разберемся. Можно сразу соцрасходы увеличить до максимума. До 200 давай. Ну или 210. Вот так, до 210 поднять налоги. Давай попробуем. Надо, надо увеличить еще что я забыл. Нам нужен госмеханизм сразу же. Госмеханизм и правопорядок. Правопорядок нам еще нужен. И спецслужбы давай поднимем. Финансирование. Чтобы правопорядок был. И попробуем сейчас поднять налоги. Попробую сейчас, если что, я сразу же их отменю. Так. Лицо номер 2. Товарищ, теперь, когда вы пришли к власти, вам необходимо утвердить неформальное второе лицо страны. Секретариат ЦК КПСС по идеологии, который де-факто будет вашим заместителем, а также будет осуществлять курирование Верховного Совета СССР и руководство идеологической работой партии. Выбор достаточно широк, и все эти люди могут оказать огромное влияние на жизнь нашей страны. Ваш выбор. Разумеется, Косолапов. Сталинист. Я это читать не буду. Вы, если что, можете потом на паузу поставить, почитать. Так, смотрим на поддержку в стране. Как? Все держится пока что? Что держа? Все держится, да-да-да, поддержка вообще до максимума, на максимуме. Все нормально. Задрали налоги до максимума, народ доволен. Конечно, мы сейчас можем еще забрать. Давайте сейчас сюда. Вот что еще хочу. Пока что, пока у нас есть возможность, мы можем себе быстренько принять в СФ побольше стран. Вот так хотя бы. Чтобы мы еще сильнее, вот, сфера влияния, теперь у нас еще вот позиции тут усилились. Ирак мы тоже, но это Ирак, он воюет. Мы Иран поддержали. Мы можем, конечно, еще передать вооружение. Давай вооружение и войну за Кашмир еще. Блин, надо армию увеличивать, чтобы боеспособность была побольше. Ой, мне кажется, я сейчас пожалею об этом. Стратегическая оборонная инициатива, но это СОИ. Мы, кажется, уже читали про это. Объявленная президентом США Рейганом долгосрочная программа научно-исследовательских и
конструкторских работ, по мнению наших военных специалистов, более точно передающую суть программы названием было бы стратегическая инициативная оборона, то есть оборона, предполагающая выполнение самостоятельных активных действий, вплоть до нападения. Разработки не прекращаются, и финансирование идет полным ходом. Мы больше не можем сидеть сложа руки. Наши ученые докладывают, что СОИ – блеф, так как нынешний технологический уровень не то что США, а даже всего мира не позволит реализовать такие амбициозные проекты. СОИ, по их мнению, придумано для того, чтобы заставить нас выбросить на гонку вооружений больше средств, ослабив тем самым экономику. Однако многие военные и партийцы так не считают и уверены в осуществимости и реальности «Звездных войн», требуя принять жесткие меры. Мы будем только протестовать в ООН. Я не хочу тратить деньги, потому что СОИ это блеф. И ученые правы. США просто хотели, чтобы Советский Союз потратил больше денег на эту гонку вооружений. Еще вдобавок впустую, потому что невозможно реализовать пока что программу «Звездных войн». Даже сегодня эта программа, ее невозможно осуществить даже сегодня. Из-за этого мы будем в дипломатическом уровне протест. Сегодня на очередном заседании Совбеза ООН с нашей стороны американцам был выдвинут протест против создания ими проекта СОИ. В ответ они указали, что это внутренние дела Соединенных Штатов, и сам проект несет исключительно мирный характер и направлен на усиление обороны. Их точку зрения поддержали все остальные члены Совета Безопасности, кроме оставшегося в нейтралитете Китая. Мда, ну что поделать. Так, смотрим на народ, что с народом. Так, что там народ слишком бунтует сильно. Так, надо госмеханизм увеличивать срочно. Где у нас вооружение и экипировка? Давайте сразу уменьшим на 80. Можно, конечно, уменьшить немножко экипировку. Мы уменьшим чуть-чуть финансирование и больше денег пустим именно на госмеханизм. Госмеханизм, КГБ — это все, что нам нужно. Вот так вот, чтобы посильнее закрутить гайки. Госстат у нас на максимуме налоги. Как мы видим, все нормально. Госреспублики пока что еще сидят на месте, не бунтуют. И слава тебе, Господи. Антиалкогольная кампания. Верховный Совет, в частности его видные представители товарищ Лигачев и Соломенцев, предлагают начать широкомасштабную антиалкогольную кампанию, так как множество наших граждан сейчас увлекаются алкоголем, что вредит экономике государства за счет значительного повышения нетрудоспособности населения и увеличению количества брака, а также наносит ущерб медицинским показателям населения. Алкоголь уже становится настоящим бичом советского общества. Ваше слово. Антиалкогольная кампания — это вредительство. Потому что как боролись с алкоголем? Они боролись не с водкой, например, как у нас очень она популярна, и в Советском Союзе тоже. Они боролись с вином, вырубали виноградники. А виноградники, например, в Молдове огромная часть людей работала на виноградниках, а их все повырубали. Вот так вот. А самое смешное, что вино не каждый мог позволить. Потому что, не каждый вино именно брал, потому что было легче просто взять водку. Это это просто такой алкоголь, обычный такой алкоголь. Из-за этого мы не будем запрещать алкоголь, мы просто повысим цены. 4 апреля 1985 года состоялось заседание Политбюро, на котором были обсуждены меры по преодолению пьянства и алкоголизма. Председатель комиссии по этому вопросу МС Соломенцев доложил разработанные предложения, касающиеся резкого повышения почти в 4-5 раз цен на вино-водочную продукцию, рост цен на алкоголь как следствие продолжения брежневской политики по данному вопросу, породил лишь очередной виток анекдотов, однако не вызвал каких-либо проблем. И хоть это всего лишь незначительно сокращает потребление алкоголя, но приток денег в бюджет также увеличивается. Вот так вот. И мы получили халявные деньги. И нам нужно это все вкладывать в госмеханизм, чтобы республики не бунтовали против нас. Потому что я знаю, чем это закончится. Так, надо сферу услуг сразу поднимать, а то она сейчас в упадок пойдет.
Что мы сделаем? Мы сразу сделаем такс. Надо и роскошь сразу же. Вот что еще. Роскошь. Фу, роскошь. Импорт роскоши. Блин. Где это? Сфера услуг. Ну давай тогда вот уменьшим этот дип миссии на чуть-чуть. Сократим дип миссии чуть-чуть совсем. На 20. И поставим на этот. Вот этот вот. Где? Роскошь. Нам нужна роскошь. Потому что сейчас будут проблемы с роскошью у нас в стране. Коррупция. Правое крыло нам не лояльно, левое почему-то тоже. Генерал тоже лояльность теряет. Блин. Это плохо. Солдаты нам лояльны вообще до звезды. Рабочие места нормально, ЖЭК нормально, товары первой необходимости тоже нормально. Роскошь и деликатес падают. Ну ничего, мы еще с этим справимся, мы справимся. Либерализация умов очень сильно растет, это очень плохо. Это плохо. Ну что ж, продолжаем сидеть. Что у нас с советом? О, уже 32%, мы практически догнали умеренных. Вот такие вот дела. Продолжаем сидеть. Все спокойно. Получили деньги, да. И теперь нужно их потратить на что-то очень важное. Товары первые не хватает. ЖЭК и... Подожди, а у нас приписки. Что с приписками? Тяжпром, все нормально. Производительная мощь, все нормально. Духовное довольство растет, единство мнений падает. Ё-моё. Коррупция падает, приписки тоже. Блин, надо с приписками бороться, их очень много. Нужно срочно увеличивать силу КГБ и всего остального. КГБ все это увеличим, потому что это увеличивает борьбу с коррупцией. Упадок сферы услуг, как я и думал. Давайте очки науки. Кидаем очки науки. Мы сейчас будем бороться с коррупцией. Дефицит товаров. Придется потратить нашу силу экономики. Так, правопорядок. Так, что у нас с коррупцией вообще? Что с коррупцией в стране? Экспорт нормально, коррупция падает, а вот коррупция начала падать и приписки тоже. Боеспособность армии падает, это плохо. У нас надо это... Боеспособность армии, но это надо этот... Зарплата чиновникам все нормально, соцрасходы норм. Нам нужно этот... Что у нас падает? Что у нас падает? Сейчас узнаем. Генералы нам лояльность теряют. КГБ вот растет, сила КГБ почему-то падает. Блин, надо лояльность генералов увеличивать, блин. Медицина, внедрение медицины. Так, давайте сразу же до 100 доведем. Вот так. Атомные технологии тоже, потому что чтобы не было кое-какой катастрофы, о которой все, я думаю, знают. Недовольство интеллигенции. Да, править деньги. Придется нам тратить бабосы, чтобы хоть как-то держаться на плаву. Как все? Генералы все нормально. Левое крыло нам почему-то не лояльно. Солдаты нам лояльны. Деликатес все нормально. Что с приписками? Приписки, блин, большие. Почему? Хреново ты... Мне кажется, это приписки. ВПК и тяжпром падает почему-то. Почему? Непонятно. Услуги все нормально. Политические противники. Ваш личный советник предлагает расправиться с конкурентами, которые мешали нам прийти к власти и будут дальше мешать любым нашим действиям, чтобы упрочить свое положение, дискредитировать нас и получить заветное место. Нам нужно показать силу, оставлять ситуацию как было до нас никак нельзя. Разумеется, мы бьем умеренных. Против Громыка. Теперь, когда мы стали самой значимой фигурой политической арены СССР, мы смогли вовсю развернуться. Сторонники умеренных реформ были разбиты и выведены из власти, а для нашего основного противника мы готовим возможность его отправки на пенсию. Тем самым мы еще сильнее уменьшили умеренных, и теперь сталинисты имеют полную власть в Совете Верховном. Так, что у нас вообще с ВПК? С ВПК все нормально, тяжпром растет, все. Нужно коррупцию бить, блин.
Коррупция, черт возьми, только коррупция. Эта хреновая коррупция меня бесит. Давайте ЖЭК, повысим ЖЭК, чтобы все на суточке было. Вот так нормально. ЖКХ. Нам нужно еще вот что еще. Нам нужно увеличить вот что. Вооружение. Надо этот госмеханизм повысить и еще чуть-чуть правопорядок с КГБ. Это уменьшит коррупцию еще сильнее. А нам это очень надо. И надо силу армии повышать. Потому что это прям сильно поможет нам в будущем. Ну что ж, погнали дальше сидеть. Демократические волнения в России. Направить армию против мятежников. Что ж поделать. А вот они, недовольства. Кампания против расизма. Южноафриканская республика хоть и является одной из наиболее развитых стран континента, однако ее успех целиком и полностью был построен на расовой сегрегации и дискриминации коренного населения. Несмотря на многократное осуждение и угрозы со стороны мирового сообщества, режим национальной партии со временем лишь набирал силу, подавляя любые недовольства чернокожих и цветных граждан. Однако, похоже, времена относительного спокойствия для ЮАР подходят к концу. Недавно Соединенные Штаты ввели санкции против реакционной политики ЮАР. Теперь весь мир в ожидании решения Советского Союза по этому вопросу. Присоединяемся к санкциям, потому что вмешаться глубже мы не сможем. Мы не сможем вмешаться глубже, потому что нам помешает ЦРУ. Мы поддержали инициативу США и ввели санкции против реакционного южноафриканского режима, от последствий которых экономика ЮАР не смогла оправиться. Режим апартеида начал постепенно рушиться. Партийного консерватора Питера Вильям Ботта сменил гораздо более умеренный Фредерик Вильям де Клерк, заявивший о масштабной амнистии жертв режима, а также о проведении реформ, направленных на интеграцию цветных в общественно-экономические отношения. Вскоре же должны состояться свободные парламентские выборы. Так, деньги у нас появились, смотрим, что у нас со страной. ВПК, тяжпром растут прям. Производительная мощь тоже растет. Единственное мнение, духовное довольство падает, ну и пофигу. Блин, опять сфера услуг и легкопром падает. А что у нас с коррупцией? Коррупция падает, приписки тоже начали падать, слава богу. Нам нужно это. Что мы делаем? Силу армии надо повышать, это что-то она слабая какая-то. А оставшиеся мы бухнем в компьютеризацию, это полезно. Компьютеризация, она уменьшает коррупцию в том числе. Коррупция — это наша главная, проблема, она будет нам очень сильно вставлять палки в колеса. Новый уровень угрозы мы посылаем нахрен. Второй уровень еще нормальный, еще выдержим. Как-то у нас стабильность вообще хорошая, производительность вообще хорошая, стабильность. Почему стабильность маленькая? Республики, вы чё? Что-то республики это плохо. Может увеличить соцрасходы для вас? Что у нас с единством мнений, например? Коррупция вообще падает, конкурентоспособность и экспорт падает почему-то. Генералы КГБ почему-то не лояльны. Почему? Оппозиция почему так растет-то? Левое крыло не лояльно. Почему? Солдаты лояльны. Боже мой. Приписки. Что с приписками? ВПК, тяжпром. Почему оно не растет? Легкопром вообще на высоте. ВПК, тяжпром почему падают? Производительная мощь почему падает? Приписки, почему они не падают, блин? Надо, может, мне еще бухать денег в КГБ? Знаете, я еще сейчас бухаю денег в госмеханизм, все остальное. Недовольство интеллигенции. Так, давайте, потому что я не хочу проблем с... Ой, блин, Россия бунтует. КСТУ.
Так, сейчас кое-что проверю. Все нормально. Сегодня в ЮАР, несмотря на реакционную политику правительства, был основан Конгресс южноафриканских профсоюзов, в который вошли представители 21 профсоюза. Это крупнейшее профсоюзное объединение, активно сотрудничавшее с повстанческими оппозиционными деятелями, которое может помочь нам полноценно развернуться для привлечения Южноафриканской Республики в нашу сферу влияния. Оказать всецелую поддержку. В ходе усиления поддержки с нашей стороны и западных санкций, а также значительного увеличения финансирования и дополнительной работы с государственными чиновниками, Африканский национальный конгресс и коммунистические движения начали вооруженную борьбу. Левые политики были полностью амнистированы под давлением повстанцев. Хоть в стране и разгорелась настоящая гражданская война, но итогами ее стало примирение. Намечаются выборы. Кто же на них победит? На выборах победила левая коалиция, и мы получаем еще одного небольшого союзника к себе в лагерь. Так, у нас с этим, пока у нас еще деньги есть, можно договор о дружбе с Китаем заключить. Это полезно. Дехрущевизация? Незадолго до своей смерти товарищ Черненко начал подготовку к восстановлению образа Сталина в истории и перекладывание вины чрезмерной десталинизации с партии на Хрущева. К моменту его смерти в партии были восстановлены некоторые сталинские деятели, как, например, товарищ Молотов. Продолжим ли мы эту политику? Разумеется, начать полное восстановление образа Сталина. И еще скажу. Против Хрущева я не выступаю прям полностью его. Я знаю, все-таки у него есть хорошие заслуги. Конечно, его освоение целины хоть и дало большие именно прям, сельхозпродукция прям возросла. Конечно, это было неустойчиво, но все-таки он смог увеличить производство. Из-за этого однобоко лучше на Хрущева не смотреть прям полностью порицающе. Все-таки что-то хорошее он и сделал. Начата политическая реабилитация всей антипартийной группы, а на Хрущева была возложена вина за отход от принципов коллективного управления. Сталин вновь появился во всех учебниках как великий советский правитель, поднявший страну на ноги после отсталости империи, гражданской войны и Великой Отечественной. Проведя грандиозную индустриализацию и подняв уровень жизни, рождаемости и образованности. Вина за репрессии была возложена на наказанных Ягоду и Ежова, а Тухачевский и Тимошенко были признаны виновными в первых военных неудачах 1941 года. Вслед за этим был реабилитирован и Лаврентий Берия. На Западе это уже осудили. Еще по поводу Сталина, многие почему-то пытаются что-то там вякают про то, что он был плохим генералом, но вы знали, что он на некоторых именно... Кажется, он участвовал... Я, конечно, сейчас меня могут закидать палками за это утверждение, но, кажется, он участвовал при битве за Царицын и довольно-таки успешно успешно его оборонял. Из-за этого как-то странноватенько, что из-за этого очень глупо поступают люди, которые говорят, что он был плохим руководителем, и именно из-за него мы потерпели столько поражений. Правопорядок, все нормально, но нам нужно как-то понижать эту чертову либерализацию и свободу, надо госпропаганду увеличить. Хотя надо и на другие сферы потратиться, честно говоря. Что сделать надо, это, во-первых, компьютеризацию и все остальное до 100 довести хотя бы. Сила армии, что-то она не растет ни хрена. Блин, надо что сделать? Надо госпропаганду, я потрачу деньги на медицину, а потом госпропаганду будем увеличивать. Чтобы единство мнений увеличить. И подавить все инакомыслие. Ничто не забыто. На днях в Бразилии была найдена предполагаемая могила нацистского преступника и садиста Йозефа Менгеля, работавшего в небезызвестном концентрационном лагере Освенцим. За 21 месяц своей работы в Освенциме он заработал репутацию одного из самых опасных нацистов, получив кличку «Ангел смерти». Проводил бесчеловечные опыты над заключенными, скрещивание младенцев,
ампутировал органы без анестезии, изменение цвета глаз с помощью химических веществ для соответствия граждан Рейха расовой теории. Однако Извергу не было суждено понести заслуженное наказание. После войны ему удалось сбежать в Аргентину, а после перебраться в соседнюю Бразилию, где Менгеле и помер. Партийцы в год 40-летия со дня победы в Великой Отечественной войне предлагают провести антифашистский месячник в память, чтобы вновь вспомнить о жертвах фашизма и почтить память погибших. Также мы можем пригласить Бразилию и провести эту кампанию совместно, что улучшит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем проводить и давить нацистов, потому что нацисты, националисты, все эти нелюди будут главной нашей проблемой. Это они именно будут провоцировать все митинги и националистические митинги в СССР. И именно они будут пытаться нашу страну развалить. И никак иначе. Из-за этого их надо давить и давить. И нацистов-то тем более, чтобы их, не оправдывали в нашей стране. В СССР, в странах соцлагеря, а также Бразилии развернулся масштабный антифашистский месячник, во время которого вновь стала актуальна тема зверств нацистского режима во время Второй мировой войны. Сегодня в Москве встретились руководители Бразилии и СССР, чтобы заключить совместные договора о дружбе, сотрудничестве и совместной борьбе против фашизма и любых иных форм расовой дискриминации. Лидеры СССР и Бразилии возложили цветы возле могилы неизвестного солдата, почтив память погибших минутой молчания. Позже президент Жозе Саранес заявил о неоценимом вкладе советского народа в борьбе против нацистской тоталитарной машины. На фоне похолодания отношений Бразилии и США, они все сильнее тяготеют к сотрудничеству с СССР. Однако внутриполитическое положение оставляет желать лучшего. Видимо, президент новой республики продержится недолго. Ну, хоть мы получили союзников Бразилии. Денег у нас пока что нету. Ускорение. Товарищ, наша экономика находится сейчас в стагнационном состоянии, и некоторые товарищи предлагают ряд мер для возобновления ее былого роста. Одни предлагают принять политику ускорения, расширяющую импорт, бюджетные траты и признающие отставание экономики на официальном уровне. Вторые предлагают восстановить андроповские методы борьбы за дисциплину, свернутые при Черненко. А третьи считают, что это все ложь и клевета, и предлагают начать кампанию по гонению думающих иначе. Восстановление андроповских методов, потому что ускорение – это уменьшение контроля за заводами. Из-за уменьшения контроля за заводами они будут прятать часть продукции и не посылать ее на полки. Из-за этого вот полки пустели как раз таки. Потому что контроль-то уменьшали за предприятиями, а они не хотели именно, они хотели побольше именно денег именно срубить. Они не хотели по госцене продавать, потому что это невыгодно. Вот он вам смысл всей рыночной экономики. Их цель – это добыча прибыли. Им пофигу, даже если наши граждане будут умирать от голода, как, например, в Российской империи кулаки, которые не посылали, придерживали зерно, чтобы продать его подороже. И им плевать было, что в Москве голод был и в других городах. Им главное было получить прибыль. Кампания по наведению дисциплины и порядка в народном хозяйстве принесла положительные результаты. Ожидается рост национального дохода около 3% и рост промышленного производства на 4%. Вот так вот, дисциплина – главная наша сила. И именно этим мы сильны. Доступность медицины почему-то падает. Почему? ВПК, тяжпром растет. Самореализация, духовное довольствие максимальное. Приписки падают. Так, МБР, численность, кажется, говорят, маленькая. Так, давайте тогда что мы сделаем? Так, давайте тогда потратим деньги на внедрение медицины и образования. Это поможет нам, будет больше образованных людей, это хорошо. Конкурентоспособность маленькая, коррупция растет почему-то, приписки падают. Медицина нормально, уровень образованности тоже, экология падает почему-то.
Генералы и КГБ нам лояльны до звезды. И КГБ растет. Оппозиция... Почему она растет, оппозиция? Ё-моё, надо срочно это, госпропаганду. Террористы или заложники? В нашем новом номере вы можете прочитать о том, что недавно американцами был захвачен египетский государственный самолет. По словам США, на нем перевозились террористы из Египта в Тунис. Ответ правительства Египта в лице главы Мубарака обвинил США в пиратстве. Начать вторжение в Египет. Гнусные египетские террористы пытались действовать против мирового сообщества с помощью силы, но это было в раз пресечено нами. Наши бравые солдаты вошли в Каир под радостные возгласы коммунистов всего Египта. Бабамс! И мы получаем еще и Египет к себе. В Тусу. Надо повышать армию, а то ну что там слабо, очень растет слабенько. Советская слабость. Матиус Руст, западный пилот, приземлившийся незаконно на Красной площади. По словам ДТ Язова, войска ПВО вели Сесну до Москвы и не пресекали полет, потому что после инцидента с южнокорейским лайнером получили распоряжение гражданские самолеты не сбивать. Кроме того, в соответствии с Чикагской конвенцией, при нарушении воздушного пространства Ой, сейчас я остановлюсь чуть-чуть. Такс. Но я думаю, скоро мы уже будем заканчивать, я думаю. Еще, я думаю, пару минут можно провести максимум. Так. Тихо. Все нормально, да? Все нормально. Так, давайте, все, извиняюсь. Надо выпить мне чуть-чуть. С Чикагской конвенции при нарушении воздушного пространства легкомоторными спортивными самолетами их можно только принудить к посадке, что гораздо сложнее, чем уничтожить. Некоторые личности представляют этот полет как отсутствие квалификации наших генералов и маршалов. При этом не учитывается, что советская система ПВО предназначена не для отражения нападения, способного нанести урон общественно-государственного масштаба. Что советская система ПВО предназначена для отражения нападения, способного нанести урон общегосударственного масштаба. Задача противодействия в мирное время воздушным хулиганам на легкомоторных аппаратах, летящих на малых высотах, непосильная для экономики государства, имеющие протяженность границ более 60 тысяч километров. Ну понятно. По нашему приказу. Вот так вот. В ходе выступления нашего лидера мир узнал, что летчику Русту специально дали свободный проход в рамках инициативы проведения политики мира и добрососедства. Сам Руст вскоре был направлен в лучшую гостиницу и сейчас проводит встречу с товарищем лидером. Но я думаю, пора нам уже заканчивать. В следующей серии уже мы продолжим. И пока что все идет хорошо. Сталинисты у нас вообще в полном большинстве, мы всех уничтожили. Но сейчас я еще запрещу умеренных нафиг. И теперь мы наравне Теперь умеренных у нас нету. И мы всех подавили. Поздравляю. И в следующей серии мы продолжим поднимать экономику с колена. И рано или поздно, я думаю, мы уничтожим США. Я очень на это надеюсь. И еще, YouTube, пожалуйста, YouTube, не злись. Я говорю это, я отыгрываю роль. Я не всерьез. Я очень хорошо отношусь к США всем странам. И не желаю им зла. И народу в том числе. Так, попрошу, пожалуйста, нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик. Так вы будете узнавать о новых видео первыми. И еще и канал поддержите. А то неприятно, что больше 80% моих зрителей смотрят меня без подписки. И зайдите в сервер в Дискорде, присоединяйтесь. Я буду рад видеть новых членов семьи
в наш новых членов в нашей небольшой семье. И да, распространяйте видео в социальных сетях, ставьте лайки, если вам понравилось видео. И пишите комментарии с предложениями или мнением. Я постараюсь все учесть и улучшить подачу моего контента. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!